Всем доброй ночи, друзья мои. Сейчас уже 2:30, как всегда. Вы знаете, что по ночам я работаю. Собственно говоря, вот 2:30. Медведь мой перевернулся. Садись, Миша. Вот так. Поскольку мне сегодня привезли алтарь русских богов, и поскольку я считаю нужным, во-первых, усилить, активизировать, как говорят. Хотя я считаю, что особой такой активации не нужно с моими статуями, потому что здесь столько энергии и столько силы, что оно само активизирует со временем. Будь здоров. Но в любом случае, заодно пользуюсь случаем подарить вам ритуал прославления русских богов. Потому что скоро праздник, по-моему, урожай, если я не ошибаюсь. Да и праздников славянских немало. В любом случае, этот ритуал может проделать любой человек, неважно, славянская у него кровь или нет. Но если он проживает на территории России, он может этот ритуал провести. Это ритуал некого приветствия, благодарения и просьбы благословения русских богов. Для чего это делается? Чем это может помочь человеку? Это может помочь человеку усилить его работу, его дела на этой земле. Он тем самым, приветствуя этого, то есть эту силу, этот пантеон, показывает свою нейтральность, показывает свою невраждебность, показывает свое подчинение тем силам, которые здесь находятся. То есть я здесь живу, но я принимаю вас, я благодарю вас, я прошу вашей помощи и благословения в моих делах, потому что вы являетесь хозяевами этой земли. Я уже говорила вам, что боги, они одни и те же, просто и функции одни и те же, просто названия разные, потому что каждый народ по-своему назвал и верховного бога, и всех остальных богов. Но если покопаться хорошо, по сути, то они практически у всех народов одни и те же. Поэтому, обращаясь к богам славян, вы благословляете, благодарите и показываете свою благосклонность, собственно говоря, ко всем богам, которые существуют. Но, называя их именно теми именами, теми названиями, которыми их называли на этой земле много тысячелетий, вы тем самым пробуждаете эту силу. Эта сила узнает себя в ваших словах, в вашем призыве и приходит к вам на помощь. То есть это такой акт доброй воли, это такой акт признания, благодарения и признания их силы над собой на этой земле. И если боги славян вас примут и вас благословят, это означает одно, что ваши дела здесь будут идти в гору. Потому что вы поблагодарили, вы показали, что вы не чужак, вы пришли с миром. А кто приходит с миром, тот гость. А гостю многое разрешается. Поэтому этот ритуал можете провести, невзирая на вашу национальность и происхождение, даже вероисповедание. Но если этот ритуал проведет человек именно русской национальности, у него, конечно, это сработает намного сильнее, потому что он с этими богами связан кровью, связан генетически. Вообще, арийские нации, которые имеют непосредственную родственную связь, у них этот ритуал сработает намного лучше. Я вхожу в эту арийскую расу. Хотя в этом ничего такого удивительного нету. И вот эти слова арии и прочие, когда сейчас узнали, все удивились. Мы это знали давным-давно. И в наших учебниках, например, еще древние историки писали не персы, например, а арии, царь ариев. Не раса армян, а арии. У нас даже выражение ара, арий, ариец. Хотя кому-то кажется, что это слово парень означает, но это не совсем так. Ара или ари означает ариец, которым мы обозначали друг друга.
Однако не будем сейчас углубляться, как-нибудь я про эту тему, может, и сниму ролик и разъясню много чего. Пока что я хочу вам начитать этот ритуал и подарить. Собственно говоря, вы можете это провести накануне таких знаменательных праздников славян. Можете провести просто, если вы хотите, просто поприветствовать, поблагодарить эти силы. Вам не обязательно для этого держать пантеон, вам даже не нужно это делать, потому что не каждое божество пантеона можно держать дома, точно так же, как и пантеон греков, да, то есть не каждое божество человеку можно дома хранить и иметь у себя. 15 главных верховных богов, которые здесь изображены, собственно, к ним и будет обращение, к ним и будет благодарность. После таких ритуалов обычно жилье, обычно дом, обычно территория, где вы живете, она немножко оживляется, становится легче дышать, вам становится легче, приходит некая уверенность, спокойствие. Лучше временами этот ритуал повторять. Ну, не скажу каждый день, но раз в месяц проведите, вам это вреда точно не сделает, а пользы будет много. Итак, вот так покажу, чтобы было удобнее. Темным часом, первым разом я прославляю богов, богов черных, богов светлых, боги высшие, боги нижние, вы отцы и матери вселенной, вы дарующие, вы отнимающие. Этим часом, первым разом, я попрошу у богов удачу до защиты, лад да мир моему дому, здоровье да изобилие, боги черные, боги светлые, боги земли русской. Род. О, род, укрепи ты мой род, оздорови мой род и мое племя. О, Перун, даруй победу и уничтожай врагов моих рядом со мною. О, Хорс, да сияешь ты своим светом на пути моем. Ташт Бог, даруй знание, да придет солнце после тьмы. О, Кострома, даруй плодородие мне. О, Купайло, дай мне силу жизни. О, Мара, Марена Кощеевна, будь справедлива к моей доле и к моей жизни. О, Семаргал, стань моим вестником между мной и богами. О, Велес, даруй мне мудрости. О, Ярила, даруй мне страсть и любовь. О, Стрибог, бейся рядом со мною, с моими врагами. О, Жива, сделай мою жизнь живее и чище. О, Лада, даруй мне лад и покой. О, Сворог, стань моим наставником. О, Макуш, подари мне удачу и изобилие. О, боги русской земли, боги черные, боги светлые, благословите мое дело, мои мысли, мое почтение вам, мое почитание вам. Славьтесь, славьтесь, славьтесь в веках. Да будет так. Когда вы это будете читать, немножко вас зашатает. Лучше поставить на алтарь пшеницу, можно хлеб, можно благовоние, свечи. Все, чем богата земля, можно урожай поставить на стол. Это индивидуально, по желанию каждого человека, чем он хочет приветствовать богов, как он хочет их благодарить и благословить. И этот ритуал вам в помощь. Почитайте, благодарите, будьте благодарными, будьте мудрыми, отношение свое поменяйте к той стране, где вы живете. Уважайте традиции этой страны, ведите себя по-людски, и вы увидите, как эта земля вам воздаст таким же уважением, любовью, плодородием, помощью, защитой и прочее, прочее.
Никогда со вражескими мыслями, приходя на чужую землю, вы там процветания не найдете себе. Постарайтесь узнать язык, изучить, чтобы внедриться в общество, чтобы жить среди этих людей. Не становитесь одним из них, вас никто не просит, но вы обязаны, должны уважать ту культуру, ту силу тех богов, где вы находитесь. Только тогда вам гарантирован успех и уважение людей, и процветание, и прочее, прочее. Иначе вы будете топтаться на месте, и в конце концов вся эта энергия вас вытолкает отсюда, и вы уедете. Удачи вам всем!